Как назвать мужчину, который ревнует любовницу к ее мужу и всем остальным, будучи сам женат? Есть в жизни странные, но, увы, нередкие парадоксы. Один из них – это мужчина, который вступает в отношения с замужней женщиной, а потом начинает ревновать ее к мужу, к детям, к ее жизни вне его, ревнует к друзьям, коллегам, даже к ее телефону, а сам женат. И вечером, после своих бурных сцен ревности, он возвращается домой, к жене. Садится за ужин, целует детей и засыпает рядом с другой женщиной. И возникает вопрос, а как же назвать такого мужчину, когда любовь путают с жадностью? Он говорит: «Ты моя, я не хочу делить тебя ни с кем», но почему-то забывает, что сам делит свою жизнь с другой. Он требует исключительности, но не готов ее дать. Он хочет быть центром вселенной для женщины, которая по определению не может принадлежать только ему. Это не любовь, это жадность, завернутая в обертку страсти. Желание не любить, а владеть. Гость, который требует ключи от всех дверей. Представьте, человек зашел в чужой дом без приглашения и требует, чтобы все ушли, хозяин, дети, даже собака, потому что ему не нравится делить пространство. Вот и он, гость в ее жизни, и при этом требует, чтобы весь ее мир крутился вокруг него. Он не предлагает ей будущего, он не строит с ней дом. Он не ведет ее в ЗАГС, но он требует, чтобы она не смела принадлежать никому, кроме него. Ревность как отражение собственной нечестности. Есть глубокая истина. Человек чаще всего ревнует не потому, что ему изменяют, а потому, что он сам неверен. Он знает, на что способен. Он знает, как легко разрушает границы. Поэтому и боится, что с ним поступят так же. Внутри него страх, что он теряет контроль, что он не единственный, что его легко заменить. И это чувство не связано с любовью. Это связано с властью и уязвленным самолюбием. Двойные стандарты в полный рост. Он называет ее мужа слабаком, говорит, что она с ним из привычки. Но ведь его собственная жена живет точно так же, из привычки, из страха перемен, из-за детей. Только об этом он молчит, потому что себя оправдывать легче, чем признаться в собственном лицемерии. Он считает себя исключением, хотя сам часть той же системы, от которой так яростно хочет увести женщину. Так как же его назвать? Эгоист, который путает страсть с правом собственности. Лицемер, забывающий о своих обязательствах, но требующий идеальной верности. Ревнивец, боящийся потерять то, что никогда по-настоящему не принадлежало. А может, просто человек, который запутался в желаниях, эмоциях и страхах. Финальная мудрость. Настоящая любовь не требует, не упрекает, не держит на цепи. Она не требует быть единственным, если сама не готова быть верной. Мужчина, который ревнует любовницу к ее мужу, забывая о своей жене, это не трагический герой. Это человек, который хочет взять все и сразу, не отдавая ничего взамен. А жизнь, она очень честная. В ней не бывает двойных стандартов, которые не разрушаются. Все, что построено на лжи, однажды рушится, потому что любовь – это не жажда обладания, это выбор и честность. Друзья, может, вы подскажете? Напишите, пожалуйста, в комментариях, как бы вы назвали мужчину, который ревнует любовницу к ее мужу, будучи сам при этом женат.